Кстати, цветение у нее наверняка показано в плейлисте у бульбовых орхидей. Да, там было сразу по 2 цветоноса, очень длинные цветоносы, по 30 цветов на каждом цветоносе. Оставим ссылку на плейлист про бульбовые орхидеи, там наверняка увидите цветение. Удалять бульбу нельзя. В этих бульбах орхидея накапливает питательные вещества. И потом вот по этому корню отдает молодому росту. И засыхает. И вот когда засохло, при следующей пересадке можно эти бульбы отрезать. Вы мне сейчас скажете, ах, таким жестким методом. Да, таким жестким методом, потому что там... Ух. Вот эти соединения, они прямо как дерево. Прямо как ствол дерева. Семочка здесь, а Ричи принес игрушку. Он хочет принять участие в съемке, а его не пускают. Так, возьми свою игрушку. Ты ложись. А мы начинаем. А он все равно сейчас убежит, потому что я буду керамзит высыпать. Добрый день, друзья! Сегодня, как и обещала, покажу вам пересадку орхидеи Dendrophalaenopsis. Эта орхидея у меня лет 7-8, очень давно. Я вам показывала ее цветение и в прошлом году, и в этом году. Цветет очень активно. Могу сейчас показать только остатки от цветоносов. На этой бульбе было 4 цветоноса. На этой бульбе, ну, мне не видно, там вот 2 цветоноса. Наверное, там тоже был цветонос. Потому что вставать нужно и смотреть, конечно, был. Вот здесь был цветонос. В общем, у каждой бульбы, вот они, цветоносы. Это они уже отцвели. И орхидея после цветения или впадает в период покоя, или же растит новую бульбу, или туберидий, будем называть ее для простоты понимания, новую бульбу. Вот такая огромная бульба выросла, но еще не закончила свой рост. И я очень долго подбирала горшок, потому что она растет в узком горшке. Видите, какой у меня огромный камень здесь лежит. Специально для того, чтобы горшок не падал, потому что растет она вся в одну сторону. Кстати, цветение у нее наверняка показано в плейлисте у бульбовых орхидей. Да, там было сразу по 2 цветоноса, очень длинные цветоносы, по 30 цветов на каждом цветоносе. Оставим ссылку на плейлист про бульбовые орхидеи, там наверняка увидите цветение. Орхидея непростая. У меня 3 Dendrophalaenopsis, 2 из них сейчас цветут. Но Dendrophalaenopsis очень часто поражаются грибковыми заболеваниями. И вот такие точки на листьях – это грибковое заболевание. То, что вы видите кончики сухие, это не признак болезни. Вы же видите и совершенно лысые бульбы, как я очень люблю говорить, потому что через год-два листья обязательно желтеют и опадают. Но даже на этом Dendrophalaenopsis есть вот такие черные точки. Вот это заболевание, это грибок. И, кстати, я нашла очень большую статью об этом грибке, и эту статью я размещу в телеграм-канале. Если вам интересно, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании под видео, потому что невозможно все рассказать здесь. Бывают интересные статьи, которые пересказывать не специалисту крайне сложно. А когда писал специалист, там, с правильными выражениями, с
ссылками и с описаниями химикатов, какими нужно пользоваться. Вот это значительно удобнее. Для этого я и создала телеграм-канал. Ну, давайте про эту орхидею. Кстати, вот с этой бульбы недавно отпали 2 листа. Да, и, кстати, про болезнь. Я лечу ее. Я ее все время лечу, но это лечится очень сложно и разными препаратами. Я ее хочу пересадить. Почему нужно сделать пересадку? Ну, из-за того, что она растет в одну сторону, а мы точно знаем, что бульбовые орхидеи растут от ризомы, от такого общего корня, вот здесь начало, и сюда продолжается рост. Поэтому раз в 3-4 года нужно пересаживать вот эти бульбы засохшие, удалять. А когда просто листья опали, но бульба еще живая, удалять бульбу нельзя. В этих бульбах орхидея накапливает питательные вещества. И потом вот по этому корню отдает молодому росту. И засыхает. И вот когда засохло, при следующей пересадке можно эти бульбы отрезать. В эту сторону не росла, растет только в другую сторону. И когда же нужно делать эти пересадки? Вот только в тот момент, когда начинается рост молодой бульбы. Почему пересадку нужно делать только в этот момент? Потому что у таких орхидей бывает период покоя. Вот она отцвела и не выпустила новый ростик. Или новый ростик вырос, но очень маленький и замер. Значит, у орхидеи период покоя. И в это время, месяц, 1,5-2, орхидею трогать не нужно. Корни растут только от молодого роста. Эти все корни, вот сейчас мы постараемся их открыть, они могут быть светлые, они могут быть черные, коричневые, какие угодно. Но эти корни не растут, растут только молодые корни. Вы думаете, у меня не было каких-то ошибок с этими орхидеями? Были. У меня была великолепного цвета такая орхидея, бархатная. Вот я ее таким же образом загубила. Ах, быстрее, это было очень давно, лет 10 назад. Ах, быстрее, скорее пересадить. Вот купили, она отцвела, и скорее пересадку. Нет. Вот с этими орхидеями нужно поступать по-другому. Растет новая бульба, выпустила 2 даже малюсеньких корешка, и в это время можно делать пересадку. Не то, что можно, а нужно. Но у меня совершенно не было для этого времени, и поэтому вот такая громадная бульба выросла. Вот я здесь приподняла немножко и вижу, что вот они, молодые корни, уже растут и растут далеко и глубоко уже выросли. Вот поэтому сейчас мы с вами сделаем пересадку. Да, еще и горшок подбирала долго. Ой, сейчас как бы не упала. Даже если упала, то не сломалась. Горшок подбирала долго. Мне хотелось взять горшок побольше, пошире, чтобы посадить с одной стороны, и был место для роста в другую сторону. Нашла очень интересный горшок. Называется с автополивом. Вот здесь есть такая, не знаю, выемка, наверное, куда можно наливать воду, контролировать уровень воды. А так как горшок двойной, и уровень воды, вот это стеклышко показывает уровень воды как раз под горшком. А бульбовые орхидеи очень много любят воды в период роста. И даже если я делаю полив замачиванием, она у меня часа 1,5-2 стоит в воде, ну, как всегда, там на сантиметр ниже грунта, то все равно поливать их приходится каждую неделю. И вот если у меня нет времени, то можно в это отверстие налить воды. И так как горшок плотно становится, то вся влага будет подниматься вверх к корням. И это предохранит от пересыхания. Хотя эти орхидеи влагу набирают в бульбы,
Вот когда на них появляются вот эти складочки, а на живых бульбах складочек быть не должно, вот видите, ой, как же ж неудобно она у меня растет. Вот на молодой бульбе никаких складочек нет. Рядом от той бульбы, от которой появился рост, тоже никаких складочек. Посмотрите, какая она упругая. Вот, видно, я их не могу просто разъединить, они очень близко растут друг к другу. А вот эти более старые 3 бульбы, которые и листики-то начали сбрасывать, они чуть-чуть уже сморщились. Вот так и должно быть. Так все должно быть. Так. Ну, здесь достать орхидею будет несложно, но разлетится, конечно, тут все, что только может разлететься. Вот. Вот. Корней у этих орхидей много. В этом горшке, могу точно сказать, расти было неудобно. Мне нужно отделить вот эти 3 старых бульбы. Вот видите, как я вам обещала, корни будут старые, ломкие. Если корни остаются у вас в руках, их можно убрать. Если даже черные корни не отделяются, вот специально отрывать вот так их не нужно. Пусть остаются. Они еще пригодятся орхидеи. Всегда очень сложно отпилить эту ризому. Во-первых, найти соединение. Так. А вот сейчас я вам покажу. Вот остаток старой бульбы. Вот сейчас я ее выдерну. Вот видите? Я не удаляю даже такие старые бульбочки. Только при пересадке. Так, как же мне все это найти? Вы мне сейчас скажете, ах, таким жестким методом. Да, таким жестким методом, потому что там... Ух. Вот эти соединения, они прямо как дерево. Прямо как ствол дерева. Так, я опрыскаю хлоргексидином. Обеззаражу это место. А вот молодые корни. Вот больше ничего не снимая, не удаляя ни пеностекло, ни керамзит, ни циафлору. Не нужно нарушать эти корни. Сделаю новый грунт и посажу. Давайте положу его вот здесь. И составлю грунт. Можно я протру, потому что я не могу в этой грязи ничего показывать. Так. Ричка прижался. Юлечка пришел. Юлечка. А Семочка ушел. Наверное, пошел покушать. Вы сейчас видели, когда я достала орхидею, грунт у нее был только пеностекло, керамзит и циафлора. Но таким орхидеям нужен более влагоемкий грунт. Хотя и в этом грунте она росла прекрасно и цвела прекрасно. Но поливать нужно очень-очень часто. Для того, чтобы время полива было раз в 2 недели, я сделаю более влагоемкий грунт, как сейчас я делаю для всех бульбовых орхидей. Вот вы когда покупаете бульбовую орхидею, вы видите, что там кажется, что прямо эта земля мелкий-мелкий торф,
очень небольшое количество кокосовых чипсов и небольшое количество коры. То есть настолько этим орхидеям нужен влагоемкий грунт. А почему? Корни очень тонкие. Это не фаленопсисы. Корни настолько тонкие, что в корнях влага не держится. Конечно, они передают это все в бульбу, но бульбы тоже не бесконечные. Поэтому, вот, чтобы корни не пересыхали и не пропадали очень быстро, если высохнут такие тоненькие корни, то орхидеи питаться будет нечем. Вот для этого и нужен влагоемкий грунт. Причем его не надо держать мокрым все время. Он должен быть всегда слегка влажный. Специалисты, то есть ботаники, говорят, что такой грунт не должен просыхать более чем на сантиметр. Но и болото тоже не должно быть. Слегка влагоемкий грунт, он таким должен быть всегда.